Oh, new me. Друзья, ну что, всем привет! Как вы поняли по начальному ролику, это моя новоиспеченная парочка, и у нас в семье пополнение. С нами теперь живет Марлен, поэтому давайте я вам про нее немножко расскажу. Она никем не работает, поэтому мы сейчас вместе с вами пойдем искать ей карьеру. Из навыков у нее ничего не было, вот она единственная уже у нас дома тут немножко прокачала себе фитнес, йогу, романтику. В багаже у нее ничего нет, здесь вот только шалфей, который она тоже собрала у нас в огороде. Так, что еще? По предпочтениям я у нее все удалила, у нее было какое-то хорошее предпочтение. Так, по чертам характера она у нас веселая, неловкая в общении и эксцентричная. Эксцентричная – это персонажи счастливы, когда могут читать фантастику и играют в видеоигры, и чувствуют напряжение, когда долго не играют. А я вам сейчас кое-что напомню. Я просто была немножко в шоке от этого. У нас Леон, он тоже эксцентричный. И если вы помните, то у Леона с Марлен была хорошая совместимость, и у них была даже небольшая интрижка. Между ними была романтика. Видимо, как раз вот на фоне этой черты характера. Вот, поэтому мне здесь нужно быть очень аккуратной. И давайте пойдем ей искать тогда работу. Я не стала выводить дополнительно свой файлик с карьерами, потому что вот эта вот девочка, Марлен, да, она к нам пришла из города, из нашего, а по действующим правилам симы не из нашей семьи имеют аттестат. Поэтому ей доступны почти все карьеры. Раньше я этого правила не придерживалась, так как у нас в городе не было школ, и у меня, знаете, не укладывалось, как это мои дети без аттестата, да, а другой ребенок из этого же города вдруг с аттестатом. Но сейчас у нас Элли открыла нам старшие школы, поэтому теперь у меня все тоже срослось, поэтому теперь все персонажи вот из нашего городка, ну, вообще любые персонажи, да, даже не из нашего города, они теперь у меня с аттестатом. Поэтому выбор карьер у Марлен большой, и я буду их просто проверять на сайте Sims Mix, по правилам которого я играю. Вот, поэтому давайте смотрим, какая карьера достанется невесте Даррена. Раз, два, три. Водолаз. Так, пошла проверять. Водолаз у нас закрыт океанологом и менеджером по вопросам экологии. Менеджера мы закрыли, а океанолога еще нет, поэтому возвращаемся, смотрим следующую карьеру. Технический специалист, игрок в компьютерные игры. Я вообще уже все забыла, пойдемте опять проверять. Так, вот он наш игрок, нужны видеоигры и программирование. У нас электричество есть от ветряка, компьютер у нас тоже есть. И что? Получается, у нас Марлен пойдет техническим специалистом. Получается, да, берем эту карьеру. И вы понимаете, как все совпало, да? Смотрите, она у нас эксцентричная, то есть она любит играть в видеоигры, и ей досталась работа, связанная с видеоиграми. Я посмотрела, что нам открывает эта карьера игрока, и, если честно, она нам ничего не открывает. Нет, конечно, там есть то, что она снимает, есть ограничения, но они все закрыты еще другими карьерами, которые мы еще не прошли. То есть, получается, эта карьера, она такая, запас на будущее, и, как сказано в правилах, эта карьера приносит в наш город более быстрый интернет. Но в любом случае мы устраиваемся на эту работу, так как у меня есть негласное правило, мое личное, что мы берем первую доступную нам карьеру. Но сначала у меня комп занимает Аврора,
Потому что, смотрите, она у нас на 9 уровне, у нее сегодня выходной, и за этот день ей нужно изучить соперников и прокачать фитнес. Он нам нужен на максимуме, чтобы получить вершину карьеры. А еще у меня Иджун заработал 7 уровень фитнеса, так как в прошлый раз мы поставили себе свойство участка «Бодрящий ветерок», поэтому они теперь все резко полюбили спорт. Они сами ходят на тренажеры, занимаются фитнесом, и вот он уже на 7 уровне. Сейчас Марсель тоже пойдет заниматься, потому что ему остался всего 1 уровень, и он сможет посещать школу, и я его отправлю на подростковую карьеру. Потому что у меня изначально на Марселе были планы, чтобы он пошел именно в подростковую карьеру. Я хочу закрыть няню, чтобы можно было получать дополнительную черту характера — ответственность. Ну, если, конечно, няня нам выпадет. А у меня тут так странно. У меня на полу, да, на паркете вырос куст. Вот что значит апокалипсис. Растения настолько мутировали, что они даже могут расти на полу. И напомню, что у меня Феликс и Сайон не работают. Феликс у нас уже пенсионер, и я почему старалась поскорее подселить Марлен. Я хотела, чтобы они завели наследника, и Феликс увидел внука. Но когда я ее подселила, я поняла, что нас стало 8 человек, и в ближайшее время мы малыша завести не можем. Первым, кто у нас может закрыть карьеру, это Аврора, а это в любом случае еще минимум неделю. Поэтому я не знаю, застанет ли Феликс своего внука. Все, деньги списали, счета оплатили, правила не нарушили. И давайте посмотрим с вами календарь. А по календарю, видите, у нас на этой неделе ни одного дня рождения и ни одного дня для рыбной ловли. Поэтому эта неделя будет очень спокойной. Прошлая неделя была напряженной. Устали все мои, устала я. Поэтому на этой неделе они будут отдыхать, и я вместе с ними тоже буду отдыхать. А так как Феликс у меня в пожилом возрасте, ему осталась неделя, по моим подсчетам, я купила вот эту вот шкатулочку для воспоминаний. Нам ее в прошлой серии открыла Сайон, открыла карьера истинного мастера, и я сложила в нее все минералы, которые у нас были в сундучке. Я думаю, знаете, они когда-нибудь кому-нибудь понадобятся, поэтому я вот здесь их все собрала в эту коробочку, и Феликс ее передаст Даррену. То есть она будет передаваться из поколения в поколение. И в будущем, если наши принесут еще какие-то минералы, то мы сможем ее пополнять. И если вы помните, то вот здесь у меня как раз стоял сундук со всеми нашими запасами. Я его перенесла в подвал, потому что они в него складывали книги вместо книжной полки. А здесь у меня теперь стоит кроватка для новорожденного, потому что, как я вам сказала раньше, я планировала, что у нас появится малыш. Но я как-то просчиталась, я забыла, что у нас это будет 8-й человек в семье, поэтому пока кроватка здесь будет стоять пустая. И еще я вот здесь повесила 2 полочки и поставила еще одну шкатулочку и купила личных дневников. Нам истинный мастер разрешает пользоваться функцией дневника «Пережить моменты из прошлого», который повышает контроль над эмоциями, а нам теперь можно получать эту дополнительную черту характера
Поэтому, знаете, чтобы не забыть, чтобы про это все не забыть, что я теперь могу этим пользоваться, я это на будущее все купила и повесила вот на видное место. А мои подростки тут качают спорт, им все нравится. Бодрящий ветерок — это прекрасное свойство участка, и надеюсь, мы с Марселем сегодня-завтра прокачаем фитнес на максимум. А Мадлен... Так, нет, Марлен. Я никак не могу запомнить ее имя. А Марлен у нас перенимает навыки садоводства. Она пока может только собирать урожай, поливать его, но это все равно прокачивает ей навык. А Сайон будет сидеть с внуками. И сейчас я вам еще кое-что у нее покажу. Вот видите, мы видели ее, что у нее копыта в спортивном наряде, но пижама у нее тоже с копытами. Так что вот, они во всем совпадают. У них очень хорошая совместимость по одежде. А тут уже вернулся львеночек с работы, и, представляете, он ушел. Он ушел у меня с прокачанным ежедневным заданием. Мы на выходных брали интервью и написали статьи. У него была отличная продуктивность, но, мне кажется, он совсем не продвинулся. Вот вообще ни капельку. Поэтому сегодня я опять начну брать интервью, и когда он соберет их 4, мы вновь будем делать ему домашние задания и писать статьи. А я тут совершенно случайно увидела девочку Леона. Это очень необычно, потому что за все время их знакомства она к нам ни разу не заходила. Смотрите, какой счастливый Леон. Он такой: ты пришла сама ко мне. Так, я тут Аврору отправила мыться. Давай, иди, потому что у меня там уже все моются, и ты, Аврора, давай, иди. А Леон тогда пообщается с этой девочкой. Я напомню, что она у него первая любовь, первая подростковая любовь. Но она повзрослела раньше, чем Леон, поэтому она стала такой, знаете, для него безответной любовью. А сейчас она сама к нему пришла. Поэтому он обязательно с ней пообщается, и если у них отношения будут складываться, то, я думаю, Леон будет с ней вместе. А я тут уже жду Даррена с работы. Ему чуть-чуть не хватило до повышения, видите? Ой, а подождите, а его повысили. А вы видели? Вы же видели, что не было желтой галочки? А его повысили. Так, отлично. И тогда я его сейчас сразу отправлю спать. Я, кстати, перераспределила кровати. Теперь у меня Даррен с Марлен, они вот спят внизу на -1 этаже, получается, и весь этот этаж в их распоряжении. Здесь больше никто не спит. А Иджун у нас по черте характера одиночка, поэтому я ему открыла вот здесь на -2 этаже комнату, сдвинула аквариумы, и теперь у него тут своя отдельная комната, можно сказать, отдельный этаж. Никто ему не мешает, никто его не тревожит. А вот как раз в другой комнате, эта комната закрыта, и вот здесь спрятан наш сундук. Ничего себе, какая крутая девочка. У нас сломался, оказывается, компьютер, а она его чинит. Получается, она разбирается в компьютерах? Так, Леон, надо брать. Такие умные девушки — это редкость для нашего города. Она починила нам компьютер. И Леон в восторге. И у них уже появился первый поцелуй. Так, Иджун, давай в туалет, иди спать, пожалуйста, а то у нас тут парочка. Поэтому выйди, пожалуйста, из этой комнаты. А мы посмотрим, сложатся у них отношения или нет. А куда вы пошли? Нет, она не захотела. Она не захотела целоваться с Леоном. Мне кажется, у Леона будет разбитое сердце, он вообще больше ни с кем не будет строить отношения.
А я тут уже потихоньку начала приготовление ко сну, намываю вот первую группу, первую группу, и сейчас они уже отправятся все спать. Dupna, Skipabora. Но прежде чем уснуть, еще хотела вам показать, что Аврора у нас теперь одна спит в комнате, потому что девчонок у нас больше нет, а Марселю досталась кровать Даррена, так как раньше он у меня спал как раз внизу, а туда сейчас переехал Даррен, поэтому теперь Марсель спит с Леоном в комнате на кровати наследника. Так что вот такие у нас произошли изменения. А мои уже все уснули. Тогда на этом заканчиваем понедельник. Вторник начинаем с яркого солнечного утра, со вкусного завтрака. Даррен, давай, приглашай всех за стол. И сейчас мне надо вспомнить, кто идет на работу, когда и кому что нужно сделать. А пока у меня все усаживаются на завтрак. Я уже отправила всех на работу, все сегодня упорно работают, а мои, смотрите, те, кто уже закрыл карьеру, они отдыхают. Они отдыхают и, знаете, так одним глазом присматривают за детьми, чтобы они продолжали прокачивать навык. И еще я вам хотела сказать, что у меня Даррен и Марлен только помолвлены пока еще, они еще не женаты. Я планирую их поженить, когда у них будут повыше уровни в карьерах, чтобы благодаря положительному мудлетику от свадьбы это дало им баф, да, для быстрого продвижения по карьере. В общем, это из-за меня они все еще не женаты. Но, вы знаете, я так думаю, Даррен, наверное, не торопится. У него никаких желаний вот про женитьбу до сих пор еще не было. Ой, Марлен замечает, что следующий клиент в чате ее бывшая пассия. А у нее что, есть бывшая пассия, с которым все закончилось не очень хорошо. Все сотрудники сейчас заняты, стоит ли ей ответить или притвориться, что не заметила? Блин, я не знаю. Я бы, наверное, притворилась, что я не заметила. Снижение продуктивности. Я не угадала. У меня уже вторая карточка шанса, я второй раз не угадала. Леон уже вернулся с работы, он вернулся с выгоранием. По карьере, мне кажется, он не движется. Мне кажется, он застрял на одном месте. Статьи мы навряд ли успеем написать. И посмотрите, какое у него желание. Наличие симпатии к Марлен. У него осталась к ней симпатия. И она для него предмет воздыхания. Это сложно. Это становится каким-то любовным квадратом. Слушайте, а это не про него? Это не про него было, что он ее бывшая пассия, и она его проигнорировала в чате? Блин, у них симпатия, поэтому надо поскорее Леону закрыть карьеру, чтобы он съехал. Иначе здесь что-нибудь может случиться. Да, как-то я не подумала, что здесь у меня еще Леон. И с Марлен это прям риск, большой риск. Марлен вернулась со своего первого рабочего дня. Вот, кстати, при свете дня можем ее поближе посмотреть. И мне она нравится. Она красивая же девочка, да? И цвет волос у нее красивый, и брови красивые, и цвет глаз. Подождите, а почему у нее брови темные? А почему у нее темные брови? Это плохо. Это значит, что дети могут родиться вот с темными волосами. Я как-то это не заметила. Блин. А я хочу наследника блондина. Ну, посмотрим. Давайте посмотрим, что у нее по карьере. Она хорошо продвинулась. И завтра, я думаю, она получит повышение. И заметили, что у них теперь нет плохого мудлета от воздуха, и они больше не кашляют. Зато есть разъяренная бывшая пассия. Какой ужасный звонок, сплошная ругань. Смешно, это было смешно. И вы знаете, я тут застала такой момент, у меня вот эти двое сейчас полностью дублировали движение друг друга, но я не успела вовремя приблизиться, вы вот
успели посмотреть только последние секунды, но это было очень забавно. Glarbafna. Адарану пришло сообщение, что у него появился постоянный клиент. Вот так-то вот. Он очень напряженный, но он старается. Он у меня старается. И он с выгоранием. Ну, значит, завтра у тебя опять будет выходной. Какая хорошая карьера. Когда хочешь, тогда и делай выходной. Даррен у нас вернулся с работы и уже всем готовит рыбку. А я разбудила Марселя, и смотрите, ему осталось всего 7%. Я хочу... Так, Аврора пришла, и она сразу за компьютер, да, и опять поболтать. Аврор, тебе надо не болтать, тебе надо изучать соперников. Давай, вот если ты хочешь посидеть за компьютером, то можешь проверить своих соперников, вот, пожалуйста, а болтать тут нельзя. А про Марселя я говорила, что ему осталось совсем чуть-чуть. Если он сейчас закроет спорт, то завтра он пойдет в школу, и мы ему выберем карьеру. И все, сейчас это случится. Буквально еще пару минут, и наш Марсель... А что, все? А в смысле? А фитнес? Марсель, а фитнес? Они издеваются, да? Они надо мной издеваются. Ну, да, действительно. Сначала же нужно накрыть на стол, да, поесть. Ну, я тебя понимаю. Хорошо, я подожду. Сайон ему заодно сейчас вот прочитает лекцию, что в школу нужно обязательно ходить. Школу открыла твоя бабушка Элли, она очень старалась для тебя, чтобы у вас было образование, чтобы вы все устроились на хорошую работу. Поэтому вот Сайон сейчас поговорит с Марселем, и надеюсь, что сегодня мы все-таки с ним завершим фитнес. У меня тут уже спит весь дом, остались только Аврора и Сайон. И вот, 100%. Все, ура, все. И получается, что уже сегодня Марсель идет в школу. Так, подождите, у нас же началась среда, да? Поэтому мы уже можем и выбрать ему карьеру тоже сейчас. Поэтому пойдемте выбирать ему карьеру. Из подростковых карьер нам доступно только 3. Это няня, ее нам открыл организатор благотворительного фонда, разнорабочий и бармен. Остальные карьеры мы либо уже прошли, либо они сейчас для нас закрыты. Я хочу няню. Давайте смотрим, что же нам достанется. 1, 2, 3. Симфлюенсер. Эта карьера закрыта, я точно знаю. Спасатель тоже закрыт пока еще. Бармен. А бармен открыто. А я хотела няню. Но будет бармен. Он в папу. Он решил пойти как папа по его стопам и тоже будет барменом. А так как няня мне не досталась, то есть вероятность, что я и Джуна тоже отправлю на подростковую карьеру. Я потому что хочу закрыть няню, чтобы прокачивать деткам черту характера ответственность. Они от этого еще лучше будут работать. Поэтому, скорее всего, и Джун тоже пойдет на подростковую карьеру. И на этом все. Марсельчик последний у нас идет укладываться спать, а наш вторник заканчивается. Началась среда, Марсель сегодня первый раз пойдет в старшую школу, а с нами остается только и Джун, поэтому сегодня он продолжит заниматься спортом. На работу у нас также идет Леон, и, представляете, я ему хотела сделать домашнее задание, но он пришел со ступором, поэтому все свободное время мы снимали ступор. И я уже несколько раз говорила, да, что мне кажется, что он завис по карьере, поэтому давайте запомним, у него сейчас производительность 4,1. Позже тогда проверим, двигается он хоть чуть-чуть или нет. Давай, Леон, удачи тебе. А вот у этих двух сегодня выходной. Правда, я не знаю, почему Даррен пришел именно в эту комнату читать книги, но так как у него начался ступор, я его оставила сегодня дома. А Аврора сегодня... Ой, а у нее сегодня рабочий день.
Я перепутала, и как хорошо, что я это посмотрела. Но мы с ней готовы для работы, поэтому ничего критичного не случилось. И пока остальные у меня там намываются, и Джун прокачивает спорт, я уже точно определилась, что Иджун у меня пойдет на подростковую карьеру, если мы с ним спорт успеем прокачать. И напомню, что я выбираю первую доступную карьеру. Это мои правила, что я беру именно вот первую карьеру. То есть, если у меня Марселю выпал бармен, я могла бы эту карьеру не брать по правилам, а бросить кубик еще раз сегодня. И сегодня мне могла выпасть няня. Но я для себя усложнила челлендж тем, что я беру именно первую карьеру, поэтому Марсель у меня устроился на бармена, а Иджуну, надеюсь, ему выпадет няня. Жалко мне, конечно, всех подростков отпускать, потому что если они закроют карьеру в подростковом возрасте, то они от нас съедут, поэтому мне прям будет очень жалко с ними расставаться. И что я вам еще хотела показать. Я с Сайон в какой-то момент начала рисовать Феликса, и вот сейчас мы его дорисуем. Получается, знаете, я так подумала, они до этого жили, у них никогда не было никакого наследия, не было чего-то такого великого, да, что можно было передавать из поколения в поколение. А так как нам сейчас нельзя украшать дом картинами, то вот эта вот картина тоже будет передаваться из поколения в поколение. А я как всегда, я перед работой сажаю персонажей играть в шахматы, чтобы они пошли на работу во внимательном состоянии, а потом я про них забываю, и они опаздывают на работу. Поэтому, Марлен, пожалуйста, поторопись. Мы вот ее сейчас проводим на работу и проследим, чтобы значок работы не стал красным. Но, с другой стороны, знаете, мне не особо нравится эта карьера технического специалиста, поэтому если она опоздает, то я не расстроюсь. Мы ей найдем другую карьеру, более интересную. Так, Марлен, тебе нужно побыстрее идти. Туалет теперь только на работе. Поэтому чем быстрее пойдешь, тем быстрее сходишь в туалет. И успели, да? Вроде бы не было красного, она успела на работу, поэтому она у нас остается техническим специалистом. А я тут уже поймала Даррена, и теперь Сайон рисует его портрет. Удобно иметь художника в доме. Кстати, Сайон, знаете, первая творческая личность в нашей семье. У нас до этого не было ни музыканта, ни писателя. Хотя, это я сейчас заикнулась, потому что я вспомнила, что у нас же Айден журналист, и Леон. Но журналист для меня, это, знаете, это не писатель. Я как-то не воспринимаю их творческой личностью, но, по сути, наверное, они же пишут книги, они же прокачивают писательство. Наверное, да, они тоже творческие личности. Та-да-дам, нас повысили. А что он на работу ходит в рваной футболке? Вам так можно, Леон? Вам так можно ходить на работу? И Леончика повысили до журналиста 7 уровня. Он теперь автор передовой колонки. Так, нам нужно прокачать писательство. Выходные у нас еще не скоро, поэтому пойдем с тобой заниматься. После закрытия бармена и снятия страхов моя вторая мечта – это вот журналист. Это вторая моя мечта по карьере. Ля-ля-ля, я рада. Следом жду еще одну с работы. Вот, ее тоже должны повысить до 2 уровня. И она всю свою энергию оставила на работе. Опять, видимо, бывшая пассия писала. Так, вот, все, вернулась. Теперь она у нас контролер качества. Нам теперь нужно изучать программирование и играть в игры. Но сначала поспать. Я согласна с тобой, а сначала нужно поспать. У Марселя тут случились перепады настроения, ему очень сложно, очень тяжело, а я хотела вам показать, что он начинает свою карьеру со 2 уровня, так что я надеюсь, что мы ее закроем. Ой, а ему нужно достичь 2 уровень смешивания напитков? А я не заметила. Представляете, эта строчка была в самом низу, и я ее даже не видела.
Так, ладно, что? Тогда пойдем. Мы с тобой сейчас есть, в туалет спать, а завтра с утра я тебя пораньше разбужу, попрокачиваем с тобой навык этот. Да, да, Марсель, взрослая жизнь, она такая, привыкай. А Марсель такой: отстаньте от меня все, я хочу отдыхать и есть. Так, второй у меня куда-то пошел. Я его отправила качать фитнес. А, ты тоже проголодался? Тоже проголодался? Все дети у меня голодные. И он такой прикольный, у него волосы такие смешные. И знаете, я вот на него смотрю, и мне кажется, ему подошло бы быть вот каким-нибудь флористом, или ученым, или натуропатом. Вот кем-то, вот знаете, не от мира сего. Смешной у нас мальчишка. А еще у нас теперь битва за компьютер, потому что Марлен нужно прокачивать программирование и видеоигры, а Львеночку нужно повышать навык писательства. Поэтому у меня теперь тут очередь за компьютер. Потому что по правилам после закрытия градостроителя я могу иметь компьютер, но только один. Поэтому сейчас вот у меня сначала Марлен посидит за компьютером, потом, когда она устанет, я ее отправлю мыться и спать, а за компьютер сядет Леон. Поэтому вот у нас теперь тут очередь. А Иджуна, я Иджунчика, вот пока он в возбужденном состоянии, отправила качать фитнес, и у него уже на 8 уровне. А я пойду тогда потихонечку заниматься остальными. А, нет, Аврора. У нас же еще вернулась Аврора. Давайте я вам покажу, и на этом тогда уже закончу среду. Вот, у нее 3,5. У нее где-то 3,5, и завтра у нее теперь точно будет выходной. Небольшая трансляция вам из очень раннего утра четверга. У нас Марсель качает навык смешивания напитков. Наш малыш занимается. Он работает с 5 утра, все домашние еще спят, а я его вот разбудила, он у меня тут уже трудится. Вот, это была такая небольшая вставочка. А тут уже начинается стандартный четверг. Даррен готовит всем кушать. С работы уже вернулся Марсель, и мне кажется, его понизили. Они же обычно начинают с 2,3, да? А у него сейчас меньше. Что-то у нас не заладилось. Не успел Марсель прийти, как уже отправляется в школу. Оф, бедный малыш, мне его так жалко. А все остальные давайте, подтягивайтесь на завтрак. И знаете, как я сказала в начале, эта серия будет такая очень расслабленная. Все у меня на чиле, на расслабоне. И я, кстати, тоже. Потому что, видите, у меня 4 ушли, кто в школу, кто на работу. Социальная дилемма. Марлен не знает, что делать. В рабочей команде появился новый персонаж, и Марлен хочет представиться, но боится, что из-за своей стеснительности произведет плохое впечатление. Марлен, ты меня заставляешь задуматься. Я в прошлый раз выбрала ответ, и у тебя было снижение. Так, что, давай приложим усилия. И опять снижение. Еще и среднее. Марлен, извини, пожалуйста. Так, я тогда продолжу. У Авроры выходной, она у меня повышает досуг, и Джун тоже повышал досуг, а теперь он идет у меня прокачивать бокс, а Сайон с Феликсом отдыхают, я их не трогаю. До момента появления внуков они у меня отдыхают. И я не помню, я вам говорила или нет, но у меня вот у этих двоих в самом начале, еще в подростковом возрасте, был небольшой флирт. И я теперь боюсь их оставлять одних. Они все время вместе почему-то получается так. И у них еще и все их желания и поступки, они как-то очень идентичны. Даже вот сейчас Марлен пришла с работы со ступором,
А у Леона не было ступора, он просто писал статьи. И вот он написал одну статью, и он тоже заработал ступор. Поэтому они вот вдвоем на коврике занимаются йогой, а я тут то Феликса сюда отправлю, то еще кого-нибудь, чтобы, знаете, здесь, чтобы не оставлять их наедине и чтобы ничего не случилось. А то Леон, мне кажется, посимпатичней, чем Даррен. Но Даррен, конечно, он харизматичный. От него не так просто уйти. И все, друзья, день пролетел быстро. Мы целый день, кто отдыхал, кто качал навыки. Сейчас вот выберу Даррену подработку на завтра. И на этом уже закончим четверг. Этот день был очень спокойный. А я не пойму, знаете что, почему у них не совпадает анимация? Я когда снимала вот видео с их свадьбой, у меня тоже, мне казалось, что Марлен выше Даррена, но я думала, это из-за того, что она была на каблуках. А сейчас-то они просто сидят. Получается, что Марлен действительно выше Даррена. Я никогда не замечала в симах, чтобы они были разные по росту. Ну, естественно, если вы не пользуетесь слайдерами. А слайдеров у меня нет, поэтому я не знаю, почему так получилось. И что? Тогда завершаем четверг на приятном моменте. Мои отправились заниматься в уху. Нам это делать можно, так как нас 8 человек, и опция зачать ребенка нам пока недоступна. Ой, что появилось? Смотрите, что появилось. Даррен хочет пожениться. У самого возникло желание пожениться. Тогда вот он сейчас, когда получит следующее повышение, я ему строю свадьбу. Я не ожидала такого от Даррена. Я даже не знаю. Я вот правда не знаю, что случилось, но первое, мои меня не слушаются. А второе, у меня ничего не получается. Совсем ничего не получается. Так, значит, Марсель. С работой что-то у него все плохо. Я так понимаю, она ему не нравится. Ему школа тоже не нравится. Поэтому он очень медленно продвигается. Вот, поэтому возможно, что мы не успеем закрыть эту карьеру, поэтому нужно обязательно прокачать и Джуну спорт, чтобы если вдруг Марсель не пройдет подростковую карьеру, ее бы прошел и Джун. И тогда что? Тогда в Черенш-остров поедет у нас и Джун. А кстати, напишите, кого вы хотите больше видеть в новом челлендже. Марселя или Иджуна. А то я изначально как-то была нацелена на Марселя, но вдруг вам Иджун больше нравится. Поэтому напишите обязательно. А вот эти вот двое все снимают выгорание. Причем, если у львеночка осталось совсем чуть-чуть, ну, он, правда, из-за этого без бодрости пойдет на работу, но зато без выгорания. А вот у Марлен она точно не успеет его снять, плюс бодрость у нее тоже на нуле. К концу недели у меня все устали. Хоть она и была очень расслабленной, они почему-то все очень устали. А я тут увидела Адель, встретила нашу Адель. Она, правда, с какой-то книгой идет. И, видите, она уже без животика. Наверное, она принесла нам фотоальбом. Сегодня проходит большой государственный экзамен. Марсель не уверен, что справится. Попробует ли он угадать правильный ответ или просто поставить ответ «Б» в каждом вопросе. Марсель, а выучить-то нельзя было? Ну, давай угадаем ответы. Снижение продуктивности. Все понятно с тобой. И давайте посмотрим, кто родился у Адель. Мы же можем это сделать через родословную. Так, где у меня тут Аделька? Сейчас. Так. А у них что, тройня? У них родилась тройня? Вы это видите? Даниэль. Кстати, какое красивое имя Даниэль. Жанвиль. Даниэль, Жанвиль
и Димка. Я не могу. Димка Орейли. Это смешно. Это очень смешно. И что, у нее получается 3 мальчика? У Адель 3 мальчика, и 2 из них с рыжими волосами. Ничего себе, ничего себе. Я думала, знаете, что мне придется им еще одного малыша сделать в кассе, но теперь я этого делать не буду. Им 3 малышей хватит. И давайте еще сразу посмотрим, кто родился у Кевина. Так, а у него блондин Рен Акерман. Вот. У Рен получается, что тоже мальчишка. У нас даже у братьев, да, наследника и у побочников, даже у них рождаются только мальчики. Но это мило, это очень мило. Феликс, давай поздравим Адель. Так, поделимся секретом. Каким, правда, я не знаю, это Адель. Адель должна с нами поделиться секретом, что у нее родилась тройня. Давай еще с ней поговорим, расскажем про воспитание. Все-таки у Феликса тоже 3 сыновей. Получается, у нас в генетике, да, у нас в генетике идут одни мальчишки. Поэтому он сейчас с ней поделится навыками, как растить 3 мальчишек. А мы опять опаздываем. Я с Адель забыла про нее, поэтому провожаем ее на работу и смотрим, чтобы не загорелся красный огонечек. Ой, а я отвлеклась, но вроде бы не было, да? Вроде бы не было красного, я потом тогда проверю. Я потом тогда на монтаже проверю. А мы тут с Эджуном отправились на пробежку. Сегодня солнечный день, дождя нет, и ему прям чуть-чуть осталось прокачать фитнес. А Адель все, пошла, мне пора, говорит. Ну, действительно, 3 детей. Ты их на кого оставила? На Леона, да? Всех оставила на Леона? А что это она обратно пошла? Она такая, ой, нет, я вспомнила, что у меня 3 детей. я лучше еще отдохну. И вот мы тут с Эджуном докачиваем фитнес. У него уже, смотрите, Ой, а у него уже все. И Джун прокачал фитнес. Пойдемте тогда смотреть ему карьеру. Я как-то пропустила. У меня тут 3 раза вырубался компьютер, пока я играла. Я не знаю, что это такое. Поэтому генератор тоже все обнулилось. И напомню, что теперь у нас осталось только 2 карьеры доступных. Это няня или разнорабочий. Остальные мы все либо прошли, либо они сейчас уже закрыты для нас. Поэтому давайте смотрим. 1, 2, 3. На-на-на, на-на-на. Так, не на-на. Ня-ня-ня, ня-ня-ня. Оно само, честно. Но шанс выпасть няни был 50%, поэтому и Джун у нас устраивается на карьеру няни. И, как я и говорила, расслабленная у нас неделя, все уже спят. А мы с Джуном устраиваемся на работу. Мне нужна эта карьера. Так, вот она. А он что, работает только в субботу и воскресенье? Это плохо, это очень плохо. Его тоже взяли на 2 уровень. Я думаю, это из-за того, что они в младшей школе были отличниками. Поэтому их берут сразу на 2 уровень. И вот я не знаю, завтра он пойдет на работу. Если не пойдет, то у него останется всего лишь 3 дня на прокачку целого уровня. И навык обаяния нам еще нужен. Так, ладно, я поняла, я вас поняла. А мы тут уже встречаем Даррена. Он у нас перешел на 3 уровень. И давайте заодно посмотрим Аврору. О, а у нас есть шанс получить повышение. Вы это видите? Получается, что завтра у нас решится судьба. Если Аврора не получит повышение, то, получается, она в любом случае в воскресенье его получит, и тогда мы с вами поиграем еще и в воскресенье. Но если все сложится, то она может получить повышение завтра. И тогда это будет что-то невероятное. Мы закроем еще одну карьеру. А на этом тогда буду заканчивать пятницу.
Видите, у меня тут только вот остались Феликс и Сайон, кто не работает, поэтому они пока еще бодрствуют, а остальные уже все спят, остальные все уснули. Доброе утро субботы, и мы под проливным дождем с Леоном пришли к его девочке. Я не хочу стучать в дверь, потому что это бункер. И в этом бункере есть все. Здесь живут офицеры, и бункер полностью оборудован. Там есть душ, телевизор, кухня, плита, продукты. В общем, там есть все, о чем мои еще не знают. Поэтому я не хочу туда заходить, чтобы, знаете, чтобы Леон не видел этого, ну и чтобы он ничего не нарушил. Но на улицу девочка пока не выходит, я вот здесь уже полчаса хожу туда-сюда, поэтому попробуем постучать в дверь, но я буду стоять, ждать ее наверху. Буду очень-очень аккуратно. Блин, страшно. Как страшно-то. И нам повезло, она сама поднялась наверх, и у них, видите, опять остался первый поцелуй. Поэтому сейчас посмотрю, как она сегодня будет на это реагировать. Так, и у Леона первый поцелуй. У нее есть опция, кстати, сделать малыша, значит, у них есть место. И вот я как говорила, у них есть еще и душ. Так, поэтому у меня появилась идея. И давайте они станут парой. И знаете, я думаю, можно уже потихонечку начинать готовиться к тому, что Леон закроет карьеру, и они съедутся. Поэтому я буду продолжать развивать им отношения. Может быть, даже они поженятся, чтобы у него были хорошие мудлетики. Вот, делаем все ради мудлетиков. Ну нет, я, конечно, смотрю на отношения персонажей. Я уже вернулась домой, потому что у меня тут двое со ступором. Они сейчас как раз на коврике. На работу сегодня идут только Аврора и Джун. Первой уйдет Аврора, мы с ней все прокачали, соперников изучили, поэтому сейчас она поднимет себе досуг. Феликс ее еще дополнительно похвалит перед работой, и после того, как мы ее отправим, займусь уже и Джуном. Так, все, самую важную отправила, поставила ей упорно работать. У нее сейчас 4,1, где-то 4,1 у Авроры. И, а что так низко-то? 1,7. Это школа, подождите, вот, 2,3 у Иджуна. И через час он тоже отправится на работу. А я хочу пожаловаться. У меня вот на этой картине нарисован Даррен. Вы его видите? Вы видите здесь Даррена? Причем я даже могу ее положить в багаж. А где мой Даррен? Это что за невидимый портрет? Так нечестно. Так, у нас ступор. Боже ты мой. Видимо... Все. 9 уровень. 9 часов. Побежали встречать. Ждем. Я разбудила там своих, чтобы они вышли встретить Аврору. Все, достигнут максимальный уровень в карьере спортсмена. Поэтому сейчас мы ее поздравим, обнимем. И она у нас, получается, съезжает. Она сегодня уже съедет в свой новый собственный дом. Да, она поедет в ночь, но она у нас самостоятельная. И, блин, я не верю. Я, если честно, не ожидала, что мы закроем карьеру, поэтому... Аврора, спасибо тебе большое, я рада, я правда очень рада. Напомню, что у меня Аврора против детей, но при этом она исследовательница любви, поэтому я не знаю, я сейчас вот разберу ее багаж. Тут и разбирать-то нечего, да? Сейчас вот одну книжку только заберу, поэтому, скорее всего, она съедет одна.
У нее сейчас только вот один парень, с кем у нее романтика. Но я думаю, она, так как она исследовательница любви, она хочет еще пообщаться с другими мужчинами. Тем более ей сейчас не нужно думать про работу. Она только недавно стала взрослой. Поэтому, мне кажется, она вот сейчас еще не готова. Она сейчас не готова с кем-то съезжаться, начинать семейную жизнь. Потом там он скажет, что я хочу детей, а она их не хочет. Поэтому вот она поедет одна, и дальше я посмотрю. Если у нее с течением времени так и останутся с кем-то хорошие отношения, будет любовь, то я, может быть, тогда ее с кем-то соединю. Или, может, она сама выйдет замуж. Вот, тогда что? Тогда то, что она нам открыла, я расскажу в следующей серии, потому что там в основном это спорт-инвентарь. Я его как раз куплю и вам покажу. А сейчас тогда я эту серию заканчиваю. За кадром я еще раз поздравлю Адель, отселю ее и отправлю Даррена с Марлен за наследником. А если Марсель на следующей неделе у нас закроет подростковую карьеру, то у нас появится место для второго малыша. Поэтому, да, вы намек чувствуете, поэтому под этим видео буду ждать от вас имена для детишек, для мальчиков и для девочек. Желательно какие-нибудь необычные. Я хочу что-то необычное. И у меня еще будет к вам вопрос. Вот смотрите, если, например, у меня Иджун закроет подростковую карьеру, но ему, например, еще неделя до дня рождения, но у него фитнес на 10, то он может один выехать из семьи? Или только со взрослым? Или он вообще не может? Вот подскажите мне, пожалуйста. Я почитала правила, я так поняла, что он может один выехать с 10 уровнем фитнеса. И на этом тогда заканчиваю серию. Еще раз напомню свои 3 вопроса, которые у меня есть к вам. Первое – это кого вы хотите видеть в челлендже «Остров», Марселя или Иджуна. Второй вопрос – можно ли выселить подростка с 10 уровнем фитнеса без взрослого, то есть он один у нас съезжает. И третье – это ваши идеи для детишек 6-го поколения. А в следующей серии мы уже встретим наследника 6-го поколения. Все, на этом серию заканчиваю. Пока-пока!